Ну что, друзья, протесты в Казахстане закончились, и самое время подвести итоги. К сожалению, они неутешительные. Политический, гражданский протест только начался и сразу же закончился. Хотя многие требования были выполнены, полноценных реформ казахстанцы все же не добились. Вместо протеста началось мародерство, вандализм, насилие и прочие вещи, которые ни один цивилизованный человек, конечно же, не одобряет. Я подчеркну, мы сейчас говорим не о тех случаях, когда ОМОНовец падает и корчится в страшных муках из-за того, что в него попал пластиковый стаканчик. Понятно, мы в России знаем, как власть пытается любую протестную акцию объявить опасной, а протестующих назвать экстремистами. Но в Казахстане, а конкретнее в Алмате, митинги быстро превратились в погромы, которые длились несколько дней. Сейчас одни говорят, что это какие-то приезжие устроили те самые погромы. Другие винят во всем Комитет национальной безопасности Казахстана, это аналог нашего ФСБ, который все это якобы специально допустил, срежиссировал и, возможно, даже устроил. Третьи говорят о террористах. Так или иначе, но события в Алмате сильно повлияли на мнение всех казахстанцев о протестующих. Люди испугались толп вандалов. Власти нашли повод ввести войска, арестовать 10 тысяч человек и дать солдатам приказ стрелять на поражение. В итоге всех событий погибли как минимум 225 человек. Более 4 тысяч пострадали. А протест оказался слит. Сегодня поговорим о том, что испортило протест, о теориях заговора и о том, что теперь ждет казахстанцев. А пока не забывайте ставить лайки, писать комментарии, конечно же, подписываться на мой канал. Я уже подробно рассказывал вам о начале и ходе казахстанских событий. С чего начался протест, как он стал политическим. Вы видели, как много людей в самых разных городах Казахстана на него вышли. Но, как ни удивительно, не прошло и 2 недель с окончания протестов, а люди же относятся к нему негативно. То есть буквально несколько дней назад десятки тысяч человек шли на улицы с требованием отставки власти и смены политического режима в стране, а сейчас простые горожане осуждают протестующих. Вот что нам рассказали люди на улицах Казахстана. Отрицательно. Все порушили, разрушили там банк, там разворотили банкоматы, окна, двери вышибли. Естественно, резко отрицательно. Казахстан мирная страна, стабильная страна. И, конечно, нам все эти беспорядки не нужны здесь. Я даже не знаю, что сказать. Если честно, я в каком-то даже ужасе, наверное, нахожусь. Потому что я живу недалеко. Нам все было слышно, просто были видны вот эти газы. Туман было уже несколько дней. Когда открывали окно, просто вот горелым пахло. Это было ужасно, честно. До сих пор в каком-то страхе, наверное. Ну, на самом деле события очень странно развивались. Потому что вначале был мирный митинг, а потом после него то, что началось, вот мародерство. Вот люди начали стрелять, вот эти провокаторы. Это, мне кажется, все было спланировано. Ну как, особо подготовленные люди были, потому что у них было оружие, до этого им кто-то раздавал. Ну, по новостям, как мы слышали, и вот, собственно, как бы у мирного населения нет такого оружия, как я знаю. И мирное население, которое живет здесь, в Алмате, ну, как бы у них были свои требования, они их высказали, и потом после митинга они сидели уже дома. А все, что вот эти действовали, это уже, мне кажется, мародеры. Это большая трагедия для нашего народа. Практически население ждало такого эффекта. Естественно, казахи, все казахстанцы очень миролюбивый народ. И если вы видели, что ни один солдат, ни один военный с нашей стороны так и не сделал выстрела против врага, даже когда в него стреляли, когда его обезглавливали. Ну, мирным митингом положительно, а все, что потом после, нет. Ну, двояко. Как можно к гражданской войне относиться двояко? Вот я также двояко отношусь. Потому что протест поделился на 2 части. Есть профсоюзный протест, легальный, и есть какой-то радикальный, нелегальный протест, который непонятно во что перерос. Ужасно. Террористические события. Мы сами были, семья наша, там, тетя в эпицентре всех этих событий. Что там не было ни одного алматинца. Один нормальный человек не вышел на эти боевые действия. Поэтому, в принципе, это как, это теракт. Другими словами это не назовешь. Тем более та информация,
которое и просачивается в прессе, и то, что говорят очевидцы, допустим, наши друзья, которые попали в эти события, когда просто ехали по городу, и то, что они видели, что делали эти люди вообще с нашим любимым городом, что они говорили, снимайте номера, пойдемте с нами на баррикады. Кто отказывался, кидали камни в машины, ну и все остальное. Там, есть погибшие. Тоже кто отказывался, оказывал сопротивление, расстреливали. Были такие, конечно, очень трагедия. Хотя, конечно же, в Казахстане есть и обратное мнение. Поддерживал ли я протесты, которые прошли по Казахстану? Безусловно, да. Я поддерживаю протесты, которые прошли в городе Жанаузен. Конечно, я уже не поддерживаю то, что после мирных митингов в Алмате начались мародерство, бандитизм и так далее. Но мирные протесты я поддерживаю, я лично сам участвовал первые 2 дня. Мы неоднократно говорили о том, что те действия власти, которые они принимали на протяжении 10, по крайней мере, последних лет, они у меня более осознанные, приведут рано или поздно к таким событиям. Я считаю, что, конечно, лучше было бы решать такие пути диалогом, но, к сожалению, в этом случае власть не оставила для мирных людей другого шанса свой протест выразить. А чем вызвано нынешнее негативное отношение к протестам? Мне кажется, это вызвано тем, что вообще в Казахстане отключили интернет на неделю, и основным источником информации это были государственные каналы, СМИ, которые спонсируются государством. То есть они сделали большой акцент именно на мародеров, на бандитизм, на террористов, и вообще практически неделю не говорили о том, что митинг в начале был мирным. Очень много людей, да, начали негативно относиться к митингам и к протестам. Но мы должны понимать, что эти митинги нужно разделить на 2. Мирные протестующие, которые были до погромов и до мародерства. Во-первых, это и позиция власти, конечно, которая сказала о том, что все это терроризм исключительно, и мы боремся с террористической угрозой, сюда вводятся войска других государств. То есть это хорошее, по сути, такое прикрытие. Каменногорцы, казахстанцы, алматинцы, они в целом жизнью своей довольны, просто какие-то были люди, которые воспользовались, так скажем, небольшими протестами на фоне повышения цен на газ. Но, наверное, именно этим они показывают, конечно, пострадавших полицейских. Никто пока еще, так открыто не начал говорить о точном количестве пострадавших. Только вчера начали появляться такие данные именно со стороны протестующих. Мы понимаем, что там очень много погибших людей. Сколько еще будет среди них без вести пропавших, тоже неизвестно. Негативное отношение связано только с тем, что очень много погромов было, мародерства, особенно Алматы, наш любимый город, очень сильно пострадал. Я до сих пор с болью смотрю на все эти кадры. Действительно, это было достаточно жестко. Я бы не стал так сразу говорить, что большинство казахстанцев оценивают произошедшее отрицательно, потому что у нас нет на руках никаких социологических данных, это подтверждающих. Но если, в принципе, предположить, какое может быть мнение по поводу протестов, то будет ясно, что, скорее всего, действительно отрицательно, потому что из мирного протеста за несколько дней радикализировалась и превратилась в такую большую трагедию для всего Казахстана. Были озвучены официальные цифры по поводу погибших, это 225 человек. Цифры, возможно, будут расти, потому что более 4000 ранены и очень большое количество задержанных, арестованных и те, кому предъявлены какие-то обвинения. Поэтому это действительно для людей, для общества большая трагедия. И никакие реформы, которые за этим последуют, скорее всего, не стоили, естественно, этих потерь. В авторитарном государстве мы не часто можем услышать искреннего недовольства тем, что делает власть. Это первое. Второе. Конечно, люди видели, что творится на улице, видели, как определенные группы вооруженных и радикально настроенных людей, чем они занимались, да, это и мародерство, и захват государственных учреждений и так далее, и как жестко реагировала на это власть, особенно учитывая, что Токаев дал приказ стрелять без предупреждения. Это, конечно, очень сильно
всех напугало. И, в принципе, реакция отрицательная, понятна. Здесь надо понимать, что высказывать свободное мнение о протестах люди еще и боятся. Потому что видели, как власти разбирались с журналистами и блогерами во время акций. Получить 10 суток ареста и неслабый штраф можно было просто за освещение происходящего. И здесь можно вспомнить, что происходило после протестов в России. Если вспомните последние протесты, последние акции в поддержку Алексея Навального, когда власть начала целенаправленно запугивать и оказывать давление на людей, кто эти акции освещал. Когда приходили к журналистам, проводили у них обыски и пытались журналистов привлечь как участников акций. Эту тактику переняли власти Казахстана и тоже оказывают давление на журналистов и блогеров, которые высказывают неугодную властям точку зрения. Люди чувствуют этот страх в воздухе и лишний раз стараются не говорить. То есть, если вы сегодня выйдете на улицы, например, той же самой Алматы, и будете останавливать прохожих, то большинство прохожих вам охотно будет говорить какую-нибудь нейтральную, либо там провластную позицию. С оппозиционным мнением гораздо сложнее и гораздо хуже, чем было, например, до тех же самых протестов, когда люди открыто власть критиковали. Сегодня непонятно, что будет дальше, потому что никто не знает, насколько тот же самый Токаев будет дальше закручивать гайки, будут ли репрессии. А как показывает история, как показывает опыт, лучше подождать, лучше присмотреться, и уже после этого станет ясно, что будет со СМИ, что будет со свободным мнением, можно ли будет критиковать, или начнется там та же самая Беларусь, когда к людям вламываются и судят их буквально за лайки и за комментарии в соцсетях. Я в день, когда в нашем городе проходили протесты, присутствовала на этом и вела прямую трансляцию. То есть все материалы, которые я снимала, они тут же попадали в интернет. Их можно сейчас пересмотреть, что, как мне казалось, будет являться доказательством того, что я не призывала ни к чему, не разжигала никакой розни, не призывала к насильственному свержению власти. Уже после того, как все закончилось, у нас во время прямой трансляции уже перестал работать интернет, и не работал он несколько дней, то есть мы вообще оказались в таком информационном вакууме, мы общались только по телефону, и то понимали, что это не совсем безопасно обсуждать даже детали произошедшего по обычной связи. И, соответственно, просто сидели дома, ждали, что будет дальше. А уже дальше вечером ко мне пришли домой полицейские, представители правоохранительных органов и попросили явиться на допрос в качестве свидетеля, как мне тогда сказали. Но у нас введен в Казахстане был режим ЧП, и вообще среди друзей говорили о том, что лучше не сопротивляться. И забрали в отделение, я не знаю насчет того, что это отделение полиции, по мне это административное здание обычное было. И там проводился допрос и в последующем суд. Суд должен был, согласно моей статье, у него здесь было два варианта. Это административная статья, к счастью, не уголовная. Либо назначить мне штраф в размере 50 МРП, это около $400, 150 тысяч тенге, достаточно крупная сумма, как я считаю, для штрафа. Либо арест 15 суток. Также предусматривался, но ввиду того, что у меня есть двое несовершеннолетних детей, суд принял решение назначить мне штраф. Физическую силу никто не применял, более того, то отделение, которое меня отвезли, оно вообще было только для меня, чтобы я не видела всего, что происходит вокруг, чтобы, соответственно, вам, наверное, и не рассказала. Но очень много людей поступают со своими жалобами. Мы сейчас работаем с юристами, с правозащитниками. Уже на следующей неделе, я думаю, что получится организовать какой-то штаб помощи тем людям, которые вообще ни за что просидели там. На самом деле, я действительно видела картину происходящего в городе в тот день, и я не могу сказать однозначно, что я на той или на другой стороне. Мне кажется, здесь виновниками того, что случилось, являются другие люди. Не те, которые сжигали машины у нас в городе или громили улицы, не те, которые защищали, стояли с щитами. Иногда им действительно приходилось, наверное, защищать себя, потому что толпа была достаточно жестока. Действия власти меня не устроили здесь совершенно. И до протестов я предупреждала их, я просила, выйдите на диалог, вы же знаете, что эти ребята завтра придут. Приготовьтесь к ним, сделайте официальные заявления хотя бы в соцсетях, что вы будете решать там какие-то вопросы социальные, потому что до этого, в принципе, президент уже выступал и пообещал народу реформы. Несмотря на это, все прошло достаточно молчаливо, и все, что предприняли власти, они просто выставили армию, выставили технику, и, соответственно,
естественно, настроение было такое же у протестующих. Они пришли просить для себя какие-то блага, какие-то улучшения своей жизни, но получили слезоточивый газ и пули, конфликт обострился. Одно из главных событий этого года — это выход моих любимых тельняшек. Внимательные зрители давно заметили, как я обожаю полосатые футболки. После запуска своего мерча я не мог не сделать тельняшки. Поэтому в мае в моем магазине появились футболки в голубую и красную полоску. А теперь представляю вам тельняшку в темно-синем цвете. Именно такой цвет я хотел больше всего. Но для лета мы решили выбрать более яркие цвета. Сейчас зимой темно-синий цвет будет выглядеть особенно хорошо. По сравнению с прошлыми футболками, полоски на этих стали еще уже. И теперь тельняшки точно не выглядят как морские. Вдруг это кого-то смущало. Горловина теперь не белая, а цветная. Выглядит очень круто. Ткань, как всегда, плотная, не выцветает после стирок. Ну и на всех футболках крутая детализированная вышивка, а не обычный принт. Если вы до сих пор не купили ни одной моей тельняшки, срочно исправляйтесь. Ну и для друзей купите. Бегом в магазин по ссылочке в описании. Чтобы лучше разобраться в происходящем, давайте посмотрим на хронологию протеста. Итак, 2 января люди в городе Жанаузен выходят на акцию из-за двукратного роста цен на сжиженный газ. 3 января в Жанаузене собирается уже 1000 человек. Протесты постепенно переходят на другие города, в частности на соседний Актау. 4 января протесты охватывают большинство крупных городов Казахстана. Самая массовая акция собирается в Алмате, где протестующих пытается разогнать ОМОН. После этого акция переходит в насильственную стадию. Люди захватывают здание мэрии, местную резиденцию президента, при этом силовики уже практически не вмешиваются в происходящее. 5 января в Казахстане отключают интернет. В Мангистаускай и Алматинской областях, самой Алмате и Нур-Султане вводят чрезвычайное положение. Позднее, в тот же день, его распространяют на большую часть страны. В тот же день в отставку уходит правительство Казахстана, а с поста главы Комитета национальной безопасности увольняют Карима Масимова. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смещает Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и просит страну ОДКБ прислать миротворцев. В ночь на 6 января ОДКБ одобряет просьбу Токаева о введении миротворцев. Утром появляются сообщения о десятках погибших в Алмате, причем как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков. Власти сообщают, что смогли отбить аэропорт. Кстати, с аэропортом происходили забавные события, потому что если посмотреть официальные заявления того же Токаева, то можно представить, что аэропорт был буквально захвачен. Также говорилось о захвате 5 самолетов. На деле же те видео, которые сейчас есть в сети, они говорят о том, что толпа просто вошла в аэропорт, откуда ушла охрана. Опять же вопрос, как охрана ушла из аэропорта, и развандалила там какие-то магазины, банкоматы, покрушила там какие-то компьютеры. Ну, в общем, это меньше всего было похоже на захват аэропорта какой-то террористической группировкой. И опять же, ничего абсолютно не понятно, какие самолеты, какие 5 бортов были захвачены. 7 января Токаев заявил о восстановлении порядка во всех регионах страны. При этом он рассказал о вооруженных протестующих, которые остались в Алмате. Президент страны назвал их боевиками и призвал уничтожить. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время. Кстати, кем были эти люди, до сих пор точно непонятно. Потому что, с одной стороны, появилась информация об обычных протестующих, которые смогли захватить арсенал того же самого КНБ и вооружиться. С другой, власти Казахстана заявляли о неких специально подготовленных за рубежом экстремистах. Конечно, не хочется верить во все эти истории про влияние извне, ну и понять, как обычные люди просто хватают автомат и начинают с ним умело обращаться, тоже непросто. Конечно, кто-то приобрел такие навыки в армии, но я не уверен, что все участники погромов были бывшими солдатами. Кстати, относительно участия извне, мы неоднократно слышали о том, что террористы, если мы берем официальную версию властей Казахстана и властей России, террористы, напавшие на Казахстан, они готовились в каких-то лагерях извне, что это много раз подчеркивали и Путин, и российский МИД, и, понятно, официальные лица Казахстана. Они много раз подчеркивали, что это в каких-то лагерях где-то там кто-то готовился. Четко управляемые группы боевиков. Как огромная стая гиен. Профессиональные боевики-террористы. Деструктивные внутренние и внешние силы. Возникает
вопрос. В каких лагерях, в каких странах? Нам до сих пор почему-то не говорят, что же это такой за страшный внешний враг. Есть какое-то абстрактное извне, но если посмотреть страны, которые окружают Казахстан, абсолютно непонятно, где могли готовить террористов. Может быть, в России, в лесах под Оренбургом, или в Кыргызстане, или где? Ответа на этот вопрос пока нету, и непонятно, будет ли он. Что, опять же, ставит под сомнение версию о внешнем вмешательстве в дела Казахстана. 8 января бывшего главу КНБ Карима Масимова арестовывают по подозрению в госизмене. Появляется информация, что протестующие не просто так смогли захватить арсенал чекистов. Якобы все это было спланированной акцией. К 10 января заканчивается размещение в Казахстане миротворцев ОДКБ, а с 13 постепенно начинают снимать режим чрезвычайного положения в разных регионах. И что мы видим? Протест нарастал до тех пор, пока президент не заявил о жестких мерах и не отдал приказ стрелять по людям на улицах. Не будем сейчас рассуждать, кем были эти люди. Может ли президент в принципе в такой ситуации отдать приказ стрелять в граждан своей страны без предупреждения? Удивительно, но в Казахстане считают, что да. Я считаю, что он поступил правильно. Наверное, если бы он промедлил бы, может быть, было бы и все гораздо хуже бы. И, может быть, мы даже и не разговаривали бы с вами. С одной стороны положительно, с одной стороны отрицательно, потому что на самом деле говорят, что это все готовилось намного раньше. И то, что как бы просрал, можно сказать, государство эту подготовку, просто это ужасно на самом деле. А если так подумать, то, что он действительно начал действовать, его слова, я просто на 100% за Токаева. Мне кажется, он правильно сделал то, что он начал действовать жестко, что уже можно было открывать огонь на поражение военным по этим мародерам. Мне кажется, это было жесткие решения, но они помогли. Сейчас видите, люди стабилизировались, люди ходят, ездят, потому что военные выбивают всех этих мародеров отсюда постепенно. Мне кажется, он правильное решение принял. То, что он вызвал совет ОДКБ, то, что военные приехали Азербайджана, Грузии, каких-то стран, помогли в этом. Если бы он этого не предпринял, мне кажется, власть просто захватили бы и все. И переворот случился. Молодец, потому что те действия, которые он предпринял, да, он спас свой народ, своих людей. Это сейчас можно говорить о том, что что-то сделано, когда уже миротворцы в городе. А если бы это не было сделано, сколько было бы жертв? Вы знаете, то, что убиты дети в том числе, да? Что было бы дальше? Поэтому я думаю, что он молодец. Я думаю, он очень грамотно ведет политику, и вообще мы его все очень поддерживаем. Многие люди начали очень сильно поддерживать Токаева, начали поддерживать то, что он сообщил о том, что будет жестоко справляться, убивать террористов и так далее. К сожалению, да, наверняка многие люди поддерживают действия Токаева. Вчера опубликовали данные, то, что погибших около 250, из них только 19 силовиков, остальные бандиты, среди них есть мирные жители. Жесткие действия Токаева в отношении так называемых террористов, но дело в том, что мы пока даже террористов особо не видели, кроме киргизского музыканта. И нам, конечно, нужны доказательства, но если система МВД будет работать в прежнем режиме, доказательства, конечно, будут. В семьях, на кухнях, среди тех людей, которые просто забрали за то, что они шли деньги снимать из банкомата, я думаю, не поддерживают такие жесткие действия. С другой стороны, как действовать нужно было в Алматы, я не знаю, честно, потому что там мы видели очень много свидетельств жестоких обращений с полицией, то есть люди забивали толпами несчастных полицейских, и я тоже не хотела бы, чтобы такое было на улицах города, и я понимаю, что эти люди были невиновны в том, что происходит. Очень было жестоко. Я думаю, конечно, какие-то меры нужно было предпринимать в любом случае, иначе бы мы могли просто потерять этот город. Ввели режим чрезвычайного положения, сказали то, что комендантский час от 7 до 23:00, и кто уже после 23:00 гуляет по городу, тех расстреливают без разбора. Расстреляли, семья с 15-летней дочкой, они были в Алматинской области, и там комендантский час был до 20:00. К сожалению, государство не успело нормально оповестить всех граждан о том, что комендантский час работает продлен до 20:00, то есть СМС-рассылки до некоторых людей не дошли, и они так погибли. Мне кажется, в любом случае не было настолько большого количества террористов, чтобы расстреливать
всех без разбора. Я очень плохо отношусь к приказу стрелять на поражение в мирных протестующих. Это совершенно неприемлемо, как я считаю. Насколько мне известно, у нас в городе такой приказ не был отдан. Несмотря на это, есть мнение, есть слухи, что где-то в больнице находили людей с огнестрельными ранениями. Этого я доказать не могу, соответственно, причисляю это исключительно к слухам. Если это действительно террорист, если это война, то, наверное, государство должно решать как-то этот вопрос. Когда идет война с населением или с гражданскими активистами, с людьми, которые вышли выразить свой протест, я категорически негативно отношусь к применению огнестрельного оружия, а также к пыткам, которые впоследствии, как нам тоже сейчас говорят, по слухам, применялись в тех же отделениях полиции для того, чтобы узнать больше о этих протестах. Я считаю, что должны проводиться следственные действия. Вина тех людей, которые спиливали деревья, которые поджигали машины, выбивали окна, она должна быть доказана прежде всего, наверное, количеством, теми камерами, которыми увешан наш город просто весь. Мы каждый день там платим эти штрафы, уже просто нет сил. И именно таким образом, но не под пытками же получать свидетельства, да, чьей-либо вины. И мы таким образом рискуем сейчас просто допытать людей обычных до невероятного состояния, получить признательные показания, а настоящие преступники запросто могут остаться на свободе. И точно так же они могут откупиться, потому что сейчас с разных областей поступают заявления о том, что даже можно было решить полицейскими вопрос своего освобождения из отделений, так как задержания были массовые, за деньги. Это очень пугает. Это говорит о том, что самое главное в этой системе МВД, на наш взгляд, никаких реформ пока нет, и мы очень опасаемся, что это еще повлияет на нашу жизнь. Я бы не сказал, что в Казахстане принято хвалить власти за жестокость, но конкретно в этом кризисе нужно разделять то, что произошло например, в самом начале в западных городах Казахстана, в Жанаозене, Мангистау в целом. Надо понимать, что там это были действительно мирные протесты без применения радикальных мер. То, что происходило в Алмате, это совершенно другой случай, другая картинка. Сейчас и сложно говорить про то, что общество поддерживает или не поддерживает власть, потому что действительно нет объективных данных, которые это подтверждают. Сейчас мы, конечно, с вами можем говорить, основываясь на нашем собственном кругу общения, основываясь на том, кого мы читаем в социальных сетях, говорить, что вот то большинство, которое у меня в кругу друзей, поддерживает или не поддерживает, но понимаете же, что это не объективные данные. По моему мнению, люди, которые живут сейчас в Алмате и которые оказались в эпицентре вот этого насилия, произошедшего в первые дни 2022 года, они более одобрительно относятся к действиям властей из-за того, как насильственно и как радикально вели себя люди на улицах. И при этом они понимают, что это не мирные протестующие. Есть множество репортажей с мест событий, которые говорят, что мирные протестующие пытались остановить этих людей. Они пытались не дать им крушить супермаркеты, не врываться в государственные учреждения. Они пытались их остановить, но это были разные группы людей. У тех, кто врывался в магазины оружия, забирал оружие и потом шел брать захват аэропорта, у них была определенная цель. Было видно, что они каким-то образом координируются. И сейчас понятно, что они были связаны с людьми в политической элите. Это видно по разным исходам, да, этой ситуации. Мы видим, как несколько силовиков решили покончить жизнь самоубийством. Мы видим, как люди из окружения Назарбаева становятся менее влиятельными и теряют свои позиции во властных учреждениях. Поэтому можно сказать, что этот мирный протест был использован одной частью элит против другой для того, чтобы не потерять свою влиятельность в политической арене Казахстана. Из-за того, что протестом воспользовались и радикализировали его, он перешел за вот эту грань нормального. Как раз в тот момент, когда протестующие
перестали быть просто протестующими, к ним добавились какие-то группы вооруженные, и это превратилось в беспорядки. Вот в этот момент власть получила полный карт-бланш на насилие со своей стороны. Протест в Казахстане начался стихийно, с одного города и одной причины – той самой цены на сжиженный газ. Но когда с Жанаузена он перекинулся на другие города, требования людей моментально поменялись. Вместо возвращения старых цен люди начали требовать отставки правительства, ухода Назарбаева и глобальных реформ. Когда правительство и Назарбаева убрали, показалось, что протестующие все-таки добьются своего. Президент Токаев начал идти на уступки и, может быть, даже был готов к определенным реформам. Готов был дать людям немножко больше свободы. Нужно было только додавить ситуацию мирными и массовыми акциями. Но протест оступился. Инициативу перехватили мародеры, и протест перестал быть мирным. Начали грабить банки, магазины, рестораны. Вот мы все увидели эту страшную картину. В Казахстане нет оппозиции. Были попытки разных людей стать главными оппозиционерами в стране, но все эти попытки закончились или смертью этих людей, или их вынужденной эмиграцией. Любые ростки оппозиции, оппозиционных движений, оппозиционных объединений на корню в Казахстане уничтожены, поэтому и то, что мы видели в начале года, мирные протесты, они были неорганизованные. Там не было никаких явных лидеров. Была попытка Мухтара Аблязова, известного оппозиционера казахстанского, живущего во Франции, сказать, что он координирует протесты и взять на себя роль такого главного лидера оппозиции. Но все это выглядит смешно, потому что он, во-первых, не пользуется большой популярностью в казахстанском обществе, а во-вторых, у него нет реальных инструментов, что называется, на земле для того, чтобы говорить о том, что он лидер этой оппозиции. Поэтому никакой четкой программы со стороны недовольных произошедшим и происходящим в Казахстане, никаких четких требований со стороны общества к власти в Казахстане нет. Конечно же, все это позволило власти дать силовикам карт-бланш и зачистить протест. Причем в Казахстане есть мнение, что все якобы было подстроено, что, возможно, вот эти вот мародеры и вандалы были подосланы тем же самым Токаевым, как провокаторы, чтобы испортить протест. Еще раз, когда у вас есть мирный протест, когда там десятки тысяч, там сотни тысяч людей по всей стране выходят, когда полиция просто морально ей тяжело противостоять мирному протесту. Еще раз, мирный протест, он самый эффективный. Можете почитать огромное количество теорий, историй, как в какой стране, какие революции, к чему они приводили, какой протест наиболее эффективный. Вы увидите, что мирный протест, он эффективен за счет своей массовости. Да? Когда у вас на улицу выходит там 100-200 тысяч человек, с ними очень сложно что-то сделать, потому что там полиция, армия и так далее по мирным безоружным людям, которые ничего не громят, среди которых много там, не знаю, детей, пожилых людей, женщин, то есть обычных мирных горожан, стрелять, там их бить и разгонять не так-то уж и просто. Полиции и армии очень легко работать именно с теми самыми там боевиками и вандалами. То есть когда кто-то начинает уже крушить, там захватывать технику, что-то сжечь, крушить магазин, вот по ним работать как раз легко. Ты говоришь, там отдаешь армии приказ. Кроме того, это поддерживается даже какой-то частью общества, которые хотят порядка, потому что запрос на порядок, на безопасные улицы, на какое-то спокойствие, он всегда в обществе очень сильный, поэтому власть это эффективно использует. Как только протест перестает быть мирным, и в этой системе вполне возможно, если мы с вами рассматриваем какие-то теории заговора, что кому было выгодно, что протест через несколько дней перестал быть мирным, что, возможно, это было выгодно власти, возможно, это было выгодно тому же самому Токаеву, чтобы у него появилось, условно, моральное право начать стрелять и жестко этот протест подавить. Ну, еще раз, я в теории заговора какие-то сложные схемы не верю, поэтому мне сложно судить, насколько это было так, но, еще раз, версия выглядит вполне логичной, понятной, ну уж вам решать, так это было или не так. В самой же власти уже переключились с теории внешней атаки на внутренних врагов. Как я уже сказал, по подозрению в госизмене был арестован бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Теперь его обвиняют еще и в попытке насильственного захвата власти. Логика тут опять же какая-то есть. То, как легко бойцы КНБ отдали протестующим свой арсенал оружия, например. Да, это, ну, представьте, что там идет толпа, и они берут и захватывают там здание на Лубянке и забирают там все оружие. Выглядит как-то довольно странно. То, как легко протестующие захватили аэропорт. Опять же, да, там пишут, что около аэропорта была охрана, которая потом отошла. Все это выглядело, опять же, очень
странно, почему себя так вели военные, почему так во время кризиса себя вели силовики, как будто все происходило в какой-то компьютерной игре на каком-то самом легком уровне. Ну и как будто кто-то отдал силовикам приказ не мешать. Был ли это Масимов, который так пытался пошатнуть трон Токаева? Или, опять же, это, возможно, спровоцировал сам Токаев? Боюсь, честного и открытого суда над тем же Масимовым мы не увидим, а значит, правду, если узнаем, то узнаем ее не скоро. Но есть, возможно, и просто более логичное объяснение, которое, мне кажется, наиболее вероятным и логичным. Это то, что казахстанские спецслужбы, они просто оказались не готовы. Они долгое время занимались, не знаю, каким-то там крышеванием, еще чем-то, то есть чем угодно, но нереальной там подготовкой, нереальной там работой. Поэтому в кризисный момент они просто оказались не готовы, что на улице выйдут такое количество людей. Кроме того, вполне возможно, что в этот кризисный момент не нашлось людей, способных отдать приказ и нормально организовать там жесткое подавление и зачистку города, когда именно только начались эти погромы. Вполне возможно, что солдаты, которых выгнали на улицу, полицейские, там, казахстанские, там, ОМОН, спецназ, они отказались стрелять и жестко подавлять эти протесты, потому что были напуганы, были деморализованы, они, может быть, тоже не понимали, что происходит. Вполне возможно, что их руководители, их командиры, видя, что горит, условно, вся страна, и что массовые акции проходят во всех крупных городах, возможно, они себе решили, что протест победит, и, может быть, надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события, и не делать ставку на Токаева, потому что непонятно, если победит протест, то хорошо бы, чтобы этот протест потом тебя и не повесил. Именно поэтому мы, кстати, видели, что в некоторых городах силовики переходили на сторону протестующих. Да, это обычный инстинкт самосохранения. Версий здесь может быть много, и если вы смотрели какую-то аналитику по Казахстану, я уверен, что вы видели там не одну логически выстроенную цепочку, и все они очень и очень разные. Ну, еще раз, правду мы, скорее всего, не узнаем, потому что, как, опять же, часто бывает в подобных историях, тех, кто правду знает, их либо изолируют, либо они пропадут, исчезнут, а мы в ближайшее время увидим какую-нибудь красивую, стройно выверенную версию государственной пропаганды, которую в итоге и напишут в учебнике. Ну, вы, опять же, должны знать, глядя на эти события, что не все, что пишут в учебниках истории, является правдой. Да, действительно очень подозрительно выглядит, что силовики не мешали протестующим в Алмате. Подозрительно выглядит, что выигравшим вообще из всей этой ситуации выходит президент Токаев, да, он получил больше полномочий, он убрал людей своего предшественника Назарбаева, но в действительности же многие люди из Алматы и люди, которые исследуют Алмату, пишут про этот город и, в принципе, про Казахстан, знают, насколько влиятельны в Алмате люди Нурсултана Назарбаева. В Алмате практически ничего не может произойти без ведома людей Назарбаева. И президент Токаев, даже если бы он хотел, он бы не смог организовать криминальные группы людей в беспорядке в Алмате, потому что у него просто нет того уровня влияния над этим городом. Теперь, с 2019 года, был запущен транзит власти. Транзит власти означает, что Нурсултан Назарбаев постепенно, методично уходит из власти, теряет свое влияние, а вместе с этим теряют влияние и все приближенные к нему люди. В этой ситуации, конечно, мы видим рост конфликтности внутри элит. Да, сейчас официальная риторика со стороны власти выглядит так, что во всем виноваты международные террористы и какие-то пособники внутри Казахстана. И с этим возникают проблемы. Мы уже видели, как схватили буквально первого попавшегося иностранца, а потом его родственники узнали, и оказалось, что это довольно известный кыргызский джазмен. Произошел дипломатический скандал, и власти сами себя дискредитировали. Власть сейчас будет пытаться найти или придумать, или сфабриковать какие-нибудь доказательства, которые будут говорить в пользу того, что это реально терроризм. В Казахстане с 2018 года, по данным исследователей, было около 1500 протестов. И многие из них, они начинались с каких-нибудь требований по поводу социально-экономической несправедливости, по поводу китайских проектов, которые не работают на пользу казахстанского общества,
или по поводу экологических вопросов. Но рано или поздно они распространялись на всю страну, разные города подхватывали эти протесты, и они очень быстро политизировались. Вот эту картинку мы видели много раз в Казахстане за последние несколько лет. И в целом Алма-Ата – это центр всегда протестной активности. Там самое активное гражданское сообщество, там больше всего образованной молодежи, которая больше всех выходит, собственно, на протесты. И этот город всегда был таким протестным. Поэтому то, что все это происходит в Алмате, не удивительно. Удивительно единственное как раз та часть с беспорядками, но за этим не стоит общество, за этим не стоят граждане Казахстана, которые не связаны с криминальным миром или не связаны с какими-то политическими элитами. Поэтому говорить, что в будущем подобные беспорядки могут повториться в Казахстане, скорее всего, не стоит. А мирные протесты, конечно, мирных протестов будет много. Мне кажется, в дальнейшем к любому мирному протесту власть будет намного жестче относиться, и поддержки в обществе к протестам будет меньше. Потому что сейчас, хоть и официальная риторика указывает на внешнюю угрозу, указывает на причину произошедшего в террористах, но частично вина складывается на протестующих. И поэтому вообще, в принципе, протест в будущем в Казахстане будет намного менее популярен и среди общества, и среди власти, будет намного менее толерантности к любому виду вот такого уличного протеста. Хоть и мирного, хоть и соблюдающего там все рамки закона и так далее, но все равно поддержки в этом будет намного меньше. И подавляться протесты и в целом отношение власти к протестам будет намного жестче, особенно учитывая, что после произошедшего кризиса усиливается силовое крыло казахстанской власти. Об этом и сам Токаев объявил, да, увеличиваются зарплаты силовикам, будет усиливаться их роль во власти, будет у них больше полномочий, и в целом силовое крыло власти ждет реформ. Смотрите, сейчас президент Токаев в своем выступлении первый раз, да, там очень дипломатично покритиковал Назарбаева, начал критиковать олигархов, сказал о том, что нужны социально-экономические реформы, но, к сожалению, не сказал про политические реформы. И, мне кажется, власть надеялась на то, что после того, как после отключения интернета люди начнут бояться и протестное настроение снизится. Но, к счастью для нас, мы видим то, что люди, которые никогда не говорили про политику в Казахстане, никогда не высказывали свое мнение, начали еще больше говорить. И гражданское общество, активисты начали еще активнее бдить за правительством, за самим президентом. И мне кажется, если Токаев нас обманул, то протесты в будущем по-любому будут. Если сейчас не реформировать систему МВД, если не решить вот эту проблему с пытками, с незаконными задержаниями, если сейчас не встать друг другу открыто лицом и не простить друг друга, ну, решив, естественно, те вопросы по закону, которые были, да, здесь у нас, то это, мне кажется, может запросто привести к обострению еще большей агрессии, еще больше к тому, что люди будут ненавидеть разные просто группы друг друга, и это может затянуться еще на очень долгое время, и вполне возможно, что люди точно так же, не выдержав агрессии в свой адрес, могут выйти. Власть очень сильно надеялась, что разгон протестов, контртеррористическая операция, ввод войск ОДКБ снизит протестное настроение. Но опять-таки я так не думаю, потому что мы видим то, что в социальных сетях огромное количество людей активизировались. Это предприниматели, это звезды эстрады и другие люди, которые были до этого равнодушны политике к тому, что происходит в стране, а теперь сейчас они открыто репостят то, что происходит в Казахстане. И сейчас гражданское общество, наоборот, почувствовало больше свободы. Такую свободу я сам лично почувствовал в 2019 году, когда Назарбаев ушел с власти, ушел со своего поста президента и пришел Токаев. И я чувствую еще больше свободы, потому что эпохи Назарбаева пришел
конец. За 30 лет не было никаких вот таких событий. Протестное настроение было крайне низкое, потому что город закрыт и очень много полиции. Соответственно, вот эти все взрывы, все, что вот происходило, это напугало людей. Никто не думал, что это произойдет. Требования людей, самое основное, это, если говорить о жанаузении, это снижение цен на сжиженный газ. Это сделали, отставка правительства. Правительство тоже в отставку отправили, но опять-таки правительство у нас обновилось только на треть. Как все говорят, одна и та же колода, просто местами перетасовали. Но я, с одной стороны, думаю, если сейчас реально Токаев уйдет в отставку, да, все правительство уйдет в отставку, кто придет им на замену? У нас политическое поле настолько очищенное, да, то есть у нас нет никакой оппозиции. Я считаю то, что сейчас Токаев, если он настоящий наш президент, он должен стать транзитным президентом и сделать большие политические реформы, да? То есть провести честные выборы, допустить регистрации партии, потому что в Казахстане партии не регистрируют, только 5 зарегистрированных партий. Если он все это грамотно сделает, то он останется в истории Казахстана как человек, который вот изменил всю систему. Нужно, конечно, признать то, что там, где начался протест в Жанаузене, цены на газ снизили практически сразу же. Сразу почти начали объявлять о том, что правительство уйдет в отставку. То есть первое требование, которое вообще было заявлено исключительно по поводу цены на газ, оно было выполнено почти сразу. Через несколько дней здесь у нас начались только волнения. Касается нашей области, честно, ничего пока не изменилось здесь. Но депутаты наши местные начали в социальных сетях призывать людей скидывать свои предложения по поводу улучшения города. Мы, конечно, задались вопросом, а где же они были раньше? Неужели нужно было проливать кровь тем людям, которые вышли и протестовать, и защищать в том числе эти акиматы, для того, чтобы они наконец поняли, что к мнению народа нужно прислушиваться. Но мы сейчас видим в этом неискренность, скорее всего, попытку сидеть на своем месте. Будет большая печаль, если Токаев просто, в клановой войне, да, как сейчас многие говорят, просто забрал себе власть, и также дальше у нас будет фейковая многопартийная система с Нуротаном и такой же беспредел во всех исполнительных органах. Конечно, опасения есть, опасения того, что будут закручивать гайки, будут преследования активистов, журналистов и блогеров, которые пытаются говорить правду, опасения есть. Но опять-таки я хочу с оптимизмом смотреть на будущее Казахстана. Я хочу, чтобы мы стали нормальным государством. Я прям мечтаю об этом. Но если начнут скручивать гайки, то я думаю, дальше протесты продолжатся. Видим в нашей области сейчас, и из других областей тоже приходят сообщения, в том числе и как и мой арест. Ладно, я блогер, задерживали журналистов, которые вообще вели свою деятельность на основании, наверное, какого-то распоряжения редакции, были пострадавшие среди журналистов. То есть это, конечно же, прямое свидетельство того, что гайки закручиваются. Пока тенденция в целом хорошая. Многие подключаются, медийные люди, действительно те, от которых мы даже никогда не ожидали, и они просят именно не ограничивать свободу слова, потому что я считаю, что сейчас это ключевой, конечно, момент. Мы готовы строить новое государство, как его называют, и мы понимаем, что было много разных у нас проблем, и все остальные реформы, они, наверное, возможны, и сейчас правительство будет предпринимать или не будет действия, мы это увидим. Я не хочу делать культ личности Токаева, потому что я видела уже, к чему это однажды привело. Мы будем смотреть на его действия, но мы должны иметь возможность критиковать его точно так же, как в любой нормальной демократической стране. Искренне надеюсь, что сейчас мы сможем что-то сделать и как-то до власти донести мирным путем то, что необходимы реформы. Если этого не будет сделано, если будет подавляться еще больше свобода слова, если будут закручиваться гайки, если все будет еще хуже, то у страны просто нет будущего. В ролике про Нурсултана Назарбаева, кстати, посмотрите его обязательно, я уже рассказывал о его властной империи. А еще рассказывал, как Токаев стал эту империю зачищать, убирая назарбаевских людей из власти.
Убрав правительство Назарбаева, Токаев взялся и за его экономическое влияние. За последние дни работу потеряли два зятя бывшего президента страны. Муж младшей дочери Назарбаева, Алии, Димаш Дасанов, перестал быть генеральным директором Казтрансойл. Муж старшей дочери Назарбаева, Дариги, Кайрат Шерибаев, потерял пост председателя правления Казахгаз. Обе компании связаны с добычей и продажей ресурсов, а оба назарбаевских зятя потеряли руководящие посты досрочно и без объяснения причин. Трудно подумать, что это совпадение. Скорее видится, что Токаев продолжает устранять людей первого президента. Вообще пока непонятно, какой политики ждать от Токаева теперь, когда он перестал зависеть от Назарбаева. Нынешний президент Казахстана опытный дипломат, работал в ООН и, наверное, мог бы оказаться помягче Назарбаева. С другой стороны, Токаева называют чуть ли не ставленником Путина. Есть мнение, что при нем Казахстан пойдет на большее сближение с Россией и, может, даже вступит в единое государство России и Беларуси. Понятно, что сейчас, после протестов, никто из официальных лиц такого говорить не станет, но опасения потерять часть независимости в Казахстане есть. Так же, как и опасения усиления репрессий. Они могут понадобиться президенту просто для того, чтобы утвердиться в своем статусе. Ведь без Назарбаева за спиной этот статус выглядит, мягко говоря, уже не так прочно. С одной стороны, это действительно выглядит как то, что Токаев удержался на своем кресле только благодаря Москве. Естественно, часть общества смотрит на произошедшее с этой точки зрения. Им кажется, что если бы Москва не пришла на помощь Токаеву, то он бы не удержался в роли президента. С другой стороны, власть сейчас как раз с помощью этой угрозы терроризма и тыканье пальцем в Афганистан и другие страны, хочет продемонстрировать, что угроза была настолько велика для всего Казахстана, что обращение Токаева к Москве было вынужденной мерой. И в будущем отношение к Токаеву и его зависимости от Москвы будет зависеть от того, насколько власть сможет или не сможет убедить свое собственное общество в том, что это действительно террористы. Да, те выборы, которые произошли, на которых выиграл Токаев огромным процентом, по-моему, у него было 70% поддержки в обществе, это все выглядит действительно неправдоподобным в глазах молодых казахстанцев, и они требуют дальнейших реформ. При этом есть другие группы общества в Казахстане, которые требуют совсем другого. Им в целом не важно, каким образом будут проходить выборы, каким образом будет избираться парламент, как будут работать политические партии. Для них намного более насущные вопросы – это вопросы социально-экономические. И именно эти вопросы были подняты в начале года мирными протестующими в Мангистауской области. Люди просто хотят лучше жить, чтобы за свою работу они получали достаточное количество денег, которое не требовало бы с их страны мигрировать, например, в большие города. То есть есть вот этот запрос на социальный вот такой патернализм со стороны государства. Я думаю, в дальнейшем мы как раз будем видеть вот этот баланс между требованиями общества и власти, которая идет как бы на какие-то компромиссы с все более требовательным обществом, но эти компромиссы ограничиваются теми реформами, которые не меняют политический режим. Я не думаю, что в ближайшее время мы увидим реальных выборов в Казахстане, что мы увидим реальных политических партий или вообще реальной политической конкуренции в Казахстане. Власть будет пытаться завалить как бы протест деньгами на том уровне, на котором она может позволить, и на том уровне, на котором бизнес, крупный бизнес, связанный с властью, расщедрится. Но реальных политических уступок со стороны власти ждать не стоит. Протест, который мог стать казахстанской весной, закончился двояко. С одной стороны, цены на сжиженный газ снизили, правительство отправили в отставку, Назарбаева вроде как убрали. С другой,
Кажется, это просто помогло переделу во властных кругах. А погромы в Алмате дали власти повод в следующий раз разбираться с любыми протестующими сразу и жестко. Да и неизвестно, будут ли эти будущие протесты вообще. Ведь люди попросту напуганы стрельбой и погромами, которые устроили то ли местные вандалы, то ли приезжие, то ли специально подосланные провокаторы. Теперь, когда кто-то где-то в Казахстане не побоится высказаться против авторитарной власти, его наверняка быстро схватят люди в униформе и с дубинками, а президент страны объявит это знакомой фразой: «Вы что хотите, как в Алмате?»